Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное глобальное тестирование. Красители для гладкой кожи, красители для шероховатой кожи. Шероховатая кожа, ну вот, как здесь примерно. Спилок, замша, велюр, нубук. Это шероховатая кожа, гладкая кожа. Это вот, как здесь. Ну, это для тех, кто еще до сих пор не понимает. Angelus будет на тестировании. Американский бренд будет Sweat Dye. Краситель для замши, и Lever Dye, краситель для гладкой кожи. Это будет от Angelus, Америка. Сапфир у нас будет, за что мне нравится этот вариант, то что он универсальный, он подходит как для гладкой кожи, так и под шероховатую, так и под синтетическую кожу. Именно сапфир Tanchery Friend Case. И также возьмем Tarago. Tarago это у нас Испания, сапфир я не сказал, это Франция. Tarago идет у нас. Sweat Dye будет чисто, как вы понимаете, для покраски замши. Ну и вот протестируем. По деньгам ценник очень разнится. Если брать Tarago и сапфир именно в заводских баночках, выходит дороговато. Понятное дело, Tarago дешевле, чем сапфир. Но если вы берете на разлив, в конце видео я расскажу, где и что лучше покупать. Если брать на разлив, выходит гораздо дешевле. Но на разлив редко где можно встретить, но я все-таки посоветую. Angelus, ну это вообще, конечно, заказ только с Америки. Если даже с учетом доставки, то заказывать с Америки Angelus дешевле, чем сапфир и Tarago покупать в России. Да, вот так вот, именно так, больше никак. Но не забывайте, что именно от Angelus красители, это красители на спиртовой основе. Это взрывоопасные, уже легковоспламеняющиеся продукты, которые нельзя авиадоставкой, только морем. Вот в том и проблема. Это наши материалы, на которых будем проводить тест. Я провел опрос, само собой, и по этому опросу, ну, на момент записи видео, победил как бы Angelus. Все верят в Angelus. У меня есть свои предварительные уже такие наметки с тестами, но я вам, конечно, их не скажу. Сегодня я посмотрю, подтвердятся они или нет. Тестирование не просто так проводится. Представьте ситуацию, если вы захотите купить Tarago, но покупаете на 3000 рублей различных расцветок, там, чтобы подкрашивать все что угодно, а по итогу Tarago окажется говном. Представьте, минус 3 косаря. Поэтому эти тесты очень важны, чтобы понимать сразу, что вам нужно купить. Как обычно, с перчаток спилок беру, очень хорошего такого качества, мягенький. Ну и возьмем гладкую кожу, как обычно я беру. Прохожусь спиртом, все как обычно. Ну и начинаю, само собой, с сапфира. Оставим это все дело примерно на 1 день. Прошло 2 дня. Вот и самая излюбленная моя часть тестирования — это подведение итогов, и посмотрим, кто кого. Я также протестировал темно-синий цвет, взял у Tarago Sweat темно-синий и у Angelus. Цветовая гамма совершенно разная у каждого, но, блин, результат есть результат. Что могу сказать? Берем сапфир Tanchery и Tarago Sweat. Посмотрите. Черный совершенно различный. Вот здесь он такой сероватым оттенком. Это Tarago. У сапфира же он реально более черный. Но материал после покраски стал и там черствый, как сухарь. Ибо спиртосодержащий, быстро испаряемый у нас краситель на основе
Да, на основе изопропанола, изопропиловый спирт. Вот если я работаю без перчаток, что-то им тру, кожа становится белая, потому что он вытягивает влагу, он забирает влагу с собой и испаряется. То есть влага очень быстро испаряется. Поэтому материал превратился в сухарь. Насыщенность Tarrago, красителя, слабее, чем у Sapphire. Sapphire в этом плане здесь выигрывает. И там материал сухой. После того, как вы красите всегда вот спиртосодержащими красителями, нужно такую замшу, спилок или еще что-то обрабатывать дополнительными лосьонами. Ведь когда я ее только начал красить, материал был очень приятный на ощупь. Да даже видно здесь, какой он крутой. Лосьоны либо handmade, как я уже говорил, на основе масла, воды и спецдобавок, которые смягчители, увлажнители и так далее и тому подобное. Если не можете сделать, ну тогда нужно искать что-то подобного типа. Angelus Mink Oil. Покрасили, попшикали, потом Color Stop пшикаем, либо Waterproof. Ну, любая водоотталкивающая пропитка. Ну, желательно из числа лидеров. Тесты были, все знают. Если взять Angelus Suede и Tarrago, да, и посмотреть на цветовую гамму, если убрать вот этот, ну, такой фиолетовый или какой-то сиреневый оттенок, то здесь черный, он ближе всего к черному. Он чернее, чем здесь. Здесь он такой сероватым таким оттенком, как будто она уже старая. Кстати, вот New Balance 574, если вы покупаете в черном исполнении, получите вот такой вот сухарь. Потому что они покрасили, но ничем потом не обработали. Чем вызван вот этот фиолетовый оттенок? Они говорят, что это переизбыток пигмента. Но на мой взгляд, это у них такой пигмент. Вот именно с фиолетовым оттенком. Я тестировал вот эти черные маркеры, помните, и показывал, что после нанесения черные маркеры оставляют как раз вот этот фиолетовый оттенок. Типа нужно там еще водой проходить, с какой-то тряпочкой протирать. Ну, короче, вот такая вот фигня. И типа переизбыток, они говорят, либо недостаток. Ну, одно из двух. Но видите, у меня здесь все на разлив. Если убрать, то здесь черный реально черный. Вот здесь он мне нравится. Края, ну, может быть, там недостаток. У Angelus вот написано спирт, но на спирт мало походит. Спирты как будто, знаете, такие жировые какие-то спирты. Реально материал дольше сохнет. Испарение не такое, но сразу же видно, что испаряется намного дольше. И поэтому материал здесь реально приятный на ощупь. Он мягкий, остался примерно такого же типа. То есть если сравнивать, здесь сухарь, а здесь он такой вот реально мягкий-мягкий материал. Это как бы, ну, такое главное преимущество вот этих американских энджеловских красителей. Вот это Angelus Leather, то есть она для кожи. Краситель, а я покрасил замшу. И получил, ну, что-то примерно, как вот у Tarrago, да, что-то примерно. Замша, конечно, как-то слиплась, ну, потому что все-таки краситель для кожи. И я бы, наверное, не советовал, если состав для кожи, то, ну, спилок лучше не красить. Вот он стал черствый, такой суховатый, и вот эти ворсинки как бы слиплись. Но черный Angelus Leather получился отменный. Если сопоставим, да, Sapphire, вот, черный у Sapphire и черный у Angelus. У Angelus черный лучше. Я взял Tarrago Suede, который для спилка, и нанес на кожу. И что мы получили? Ненасыщенный цвет. Ну, если с Sapphire сравнить, вот посмотрите, он не смог закрасить, потому что это все-таки краситель для замши. А я нанес Tarrago Suede. Вы поняли, да, в чем суть моего эксперимента? Я думал, может быть, все-таки написано только для замши, а взять и кожу прокрасить. Нет, ни хрена не канает. Tarrago Shine Color. Self Shine. Вот так вот. Что это такое? Ну, вы видите, вот, это тупо краситель обычный, проникающий. Плюс сверху это смола. Но это как лак. Глянцевый лак. Два в одном. Краситель и лак. То есть защитное покрытие. Если вы нанесли раз, то второй раз уже не покрывается. Если я сейчас нанесу здесь воду, то она даже не будет впитываться. Вот она будет стоять, и все. Эта кожа уже не будет впитывать ни крема, ни масла, ни что-либо другое. Вот, все, я убираю. Все. Tarrago Penetrating Dye. Вот здесь я особо не понял сути, но вот, есть, да, краситель. Ну и как бы, если сравнивать с Sapphire, то в принципе, ну, примерно что-то того же типа, только немножко более насыщенный. Ну, как вот мне сейчас кажется. Вот у меня Suede Dye, темно-синий Tarrago и Suede Navy Blue. Angelus и Tarrago.
цветовая гамма совершенно разная. Но здесь он как будто, знаете, не закрасил нормально. Непонятно, да? Здесь какой-то такой цвет. Здесь намного лучше. Но говорю, цвета у Angelus хорошие, насыщенные. Angelus победил здесь, как на ощупь, так и по самой цветовой гамме. Ну, в принципе, Sapphire Tangerine пока конкурирует. Ну так, более-менее. Если Sapphire покрыть лосьоном, то будет цвет супер насыщенный. Теперь самое главное, проверка на износоустойчивость красителя по сухому, по мокрому. Ну и посмотрим сейчас. И сейчас потру по материалу. Мы потом посмотрим, будет ли какой-то, ну, возможно, остаточный эффект. Ну и вообще, красить будет, не будет. Sapphire. Но если приглядеться прям сильно-сильно, то чуть-чуть покрасил, чуть-чуть, ну не знаю, на камере видно, не видно. Angelus берем, тот же самый тест по сухому. Это Angelus Lever. Чуть-чуть сильнее покрасилась. Вот теперь Angelus Suede. Angelus Suede. Сильнее покрасилась, чем Sapphire Tangerine, это всяко. Tarago. Tarago, кстати, вообще не покрасилась, практически вообще не покрасилась, но у него и краситель слабее. Сейчас посмотрим Angelus. Вот так вот покрасилась. Ну давайте Tarago. Ну так вообще, самую малость. Ну что могу сказать, Sapphire хорошо, Angelus похуже, Tarago хорошо. Теперь мы усложним тест. Намочил Sapphire. От души так протер. Ну вот так вот. Это ворсинки какие-то отлетели. Ну не особо покрасилась, честно говоря. Здесь возьмем Angelus Suede. И вот теперь кульминационный момент. Посмотрите. Это был Angelus Suede. Сразу же чувствуете разницу. Tarago. И вот вам Tarago. Слева направо. Tarago, Angelus, Sapphire. Sapphire, кто не верит, можем еще раз провести такой же тест. Обильно намочил. Ну и вот. Да, Sapphire здесь побеждает, ну, в любом случае. Сейчас кожу возьмем. Здесь Sapphire, здесь Angelus. Вот так вот. Ну вот так вот, не знаю. В принципе, я могу сказать, в принципе это одинаково. Давайте вот этот Tarago посмотрим, который не предназначен для кожи. Вот так вот, видите как красится. Penetration или как там, Dye от Tarago. И вот здесь вот практически нету. Практически нету, как бы я ни хотел. Вообще, практически нет. Здесь вот этот краситель, он лучше, чем Sapphire и чем от Angelus. Давайте попробуем Angelus. Темно-синий. Ожидаю, что сейчас очень дико все покрасится. Бог ты мой. Tarago. Но кульминация. Здесь не так критично, как тут. Да, вот такие вот результаты, ребята. Возьмем водичку, вот такую теплую. Кстати, у меня здесь холода начинаются на балконе. 20, еще нормально. 31 градус. Справа Sapphire. Слева Angelus Suede. Ну и посмотрим. Ну даже уже сбоку видно, где вода красится, а где не красится. Это Angelus, а это Sapphire Tangerine. А вы прикиньте, я 2 недели назад хотел купить Angelus Suede на 1003, на 1004. И представьте, я бы купил, а потом бы сделал тест. Ладно, выльем это сейчас. После просушки тоже интересно посмотреть будет на них. Запихну сюда Sapphire, запихну сюда Angelus, это кожа,
Они уже тут находятся 5 минут у меня. Но в принципе и там одинаковый результат. Не красит, не красит. Запихнуть сюда тарагу, глянуть, что он будет. Вода желтеть начала, немножко темнеть. Не прям так критично, как у Angelus, но все равно хуже, чем у Sapphire всяко. Вот это все высохло. Где тер, видите, какой след? От ватной палочки остался или чем я там тер? То есть это Angelus, а это Tarago. Это Angelus слева, справа Sapphire. После высыхания, посмотрите. Блин. Вот видите, у Sapphire что осталось? Ну вот то, что я тер, возможно, там еще ворсинки остались от ваты, я не исключаю это. Но в любом случае, видите, где тер, там побелело, да? Ну, светлее стало, выделяется. Здесь тоже, если присмотреться, вот, ну, где-то там выделяется. Но здесь уже, смотрите, пигмент ушел, смотрите, какой оттенок. Сиренево-фиолетовый какой-то оттенок. И это уже явно не черный. Это сразу же бракуется. Не знаю, как они могут такое делать. Tarago, он как был более бледный, так и остался он такой более бледный. Но здесь, может быть, сейчас и не будет это заметно. Если вам чисто нужна покраска гладкой кожи, то, как вы поняли, никаких проблем здесь нет. Вот эти все образцы, но они примерно одинаковый результат. И вот то, что я тер, никаких следов не осталось, я замачивал. То есть, видите, все. Это Penetration, или как там от Tarago, Angelus и Sapphire. То есть все хорошо показали. Универсальный Sapphire Tenchery. Это что-то, ну, такое супер крутое, на мой взгляд. Нубук, велюр, замша, спилок, гладкая кожа, еще какие-то синтетические материалы. Все, что вашей душе угодно. Супер! Если учесть, что он универсальный, то это круто. Понимаете, аналогов просто нет. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Но почему-то все делают бизнес. Делают отдельно под гладкую, отдельно под шероховатую. Вонь есть ли какая от этих красителей? Нет. Вони нет. Это вам не клей полиуретановый, это вам не растворители. Но при этом Angelus пишет, что, короче, вызывает рак, если будете нюхать. Короче, видимо, я сдохну и внезапно. Что хорошо? Они между собой красители смешиваются. Если вам нужно получить оранжевый, а у вас, допустим, красный и желтый, смешали два и получили оранжевый. Самое главное, где купить? Посоветую два магазина. Я уже говорил об этом магазине. Вот, здесь и ссылка есть. maggut.ru. Магия гуталина. Ценники не прям дико суперские. На разлив дешевле. Есть скидка у меня. Ну, еле выпытал для вас. Там у них есть реферальная программа, партнерская ссылка. Я им написал, говорю, мне вот это ничего не надо. Вы сделайте просто людям скидку. 7% сможете сделать? Они говорят, сможем. Промокод, насколько помню, оригинал. Я уже забыл, честно, 1000 использований. Второй магазин. Здесь более такие дешевые, так сказать, варианты есть. BR Craft. Сейчас точно вот ссылку оставлю. Сейчас заказ у меня от них идет. Про скидку я не спрашивал, спрошу, если есть возможность, они сделают, ну, на какой-то процент, и я вам здесь сейчас ставлю. Ну, но вроде всю информацию сказал, что непонятно. Напишите, в любом случае вы теперь знаете, какой краситель для замши, для кожи. Best of the best. Всем спасибо и всем пока.